Приветствую вас на канале Техревизор. В 2023 году даже недорогой пылесос может убирать на высоком уровне. За 15-20 тысяч можно взять модель силой всасывания до 4000 паскалей с продуманной навигацией, включая LDS, и даже с влажной уборкой, как у полотера. Для рейтинга я отобрал 10 лучших бюджетных роботов-пылесосов от Xiaomi, Atwell, 360 и других популярных брендов. Основные критерии ранжирования — сочетание цена-качество, дизайн, навигация, результаты сухой и влажной уборки. Далее вкратце расскажу о каждой модели, начиная с 10 места. А вы пока поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Ну что, поехали! 10-ю строчку занимает iBota Smart X420 GW Aqua. И яркий представитель семейства гироскопических пылесосов. За счет простой навигации высоту корпуса удалось снизить до 76 мм. Робот легко заезжает под батарею и под кровать, где скапливается больше всего пыли. Из рабочих инструментов наличие щетинистая щетка и боковые метелки. Во время уборки iBota строит неточную карту, которая не учитывается при составлении маршрута. Если на пути не встретится сушилка или высокий порог, пылесос сможет убрать квартиру на 2-3 комнаты, не пропуская ни одного участка. Ножки мебели не обметают, поэтому стулья желательно поднять. Особенность этого робота — огромный пылесборник на 800 мл. В принципе, его можно выгружать раз в 3 дня, но все-таки лучше делать это после каждого рабочего цикла, чтобы снижать и без того невысокую силу всасывания — 2150 паскалей. Для влажной уборки iBota вооружен шваброй с прямоточным смачиванием. Подойдет для увлажнения воздуха, не более. 9-ю строчку занимает 360 Robot Vacuum Cleaner C51. Классический дизайн удалось освежить за счет глянцевой панели. С ней пылесос выглядит явно дороже, чем на 13 тысяч рублей, которые за него просят. Но если перевернуть его вверх колесами, классика становится очевидной. Торцевые щетки с короткими поводками быстро придут в негодность, а щетинистая турбощетка после каждой уборки будет превращаться в мохнатый ком. Чтобы ее почистить, придется потрудиться, так как торцы несъемные. Еще один признак морального устаревания — сменные контейнеры. 360 C50 либо собирает мусор в пылесборник, либо моет пол, смачивая салфетку из большого бачка. Несмотря на наличие приложения, карту пылесос не строит, просто катается по квартире зигзагами, переезжая с одного участка на другой и часто оставляет неубранные зоны. В рейтинг 360 C50 попал благодаря своей мощности. С зарядом выше 70% пылесос может выдавать до 2600 паскалей, что в бюджетном сегменте встречается крайне редко. На 8-м месте стоит Polaris PVCR 4105 Wi-Fi IQ Home. Это более современный вариант робота с гироскопом. Лепестково-щетинистая щетка меньше забивается волосами и более эффективная на гладком полу. Лопасти соскребают прилипшую грязь. Контейнер комбинированный с бачком и отсеком для мусора. С ним робот вытирает и пылесосит одновременно. В результате время уборки сокращается вдвое. В целом, Polaris выглядит более надежно, чем 360 C50. Не зря же производитель дает 2-летнюю гарантию. По мере движения пылесос рисует бесполезную карту, зато можно менять иконку робота. Пара кликов, и к радости детей по экрану ползет божья коровка. А если предпочитаете, чтобы дети не играли с пылесосом, установите блокировку. Данные о силе всасывания и емкости АКБ отсутствуют. Судя по обзорам, качество уборки среднее. Если бы Polaris PVCR 4105 IQ Home стоил не 18, а хотя бы 13 тысяч, можно было поставить его выше. 7-ю строчку занимает Litsta G2D. Источником вдохновения при создании Litsta G2D послужил классический Midea G1. Визуальный дизайн сохранили полностью, но изменили конструкцию модуля. Комбинированный контейнер переехал в заднюю часть корпуса. Рабочие инструменты оставили неизменными. Плавающий раструб с электрощеткой и 2 метелки. В процессе уборки Litsta G2D старается действовать интеллектуально, насколько это позволяет гироскоп. Последовательно убирает зону за зоной, старается обметать ножки мебели, заезжает в каждый закоулок. Но сушилку лучше сложить. Робот не любит трубчатые ножки. Главное достижение пылесоса — всасывание в 2700 паскалей без ограничений по заряду аккумулятора, которые были у 360 C50. Litsta G2D зачищает глубокие щели, пылесосит поверхность ковролина и даже собачью подстилку сделает немного чище. Моет так же, как большинство лоукостеров. На 6-й строчке стоит Midea VCR 09B.
Еще одна таблетка с гироскопом. Визуально отличить от Lista G2D можно только по круглой панели управления и логотипу. По конструкции отличий больше. Щетинистая, но полностью разборная щетка. Швабра с вырезом под опорный ролик. Небольшой пылесборник под крышкой и C-образный бак сзади. Если планируете регулировать интенсивность смачивания, воспользуйтесь приложением. В остальных случаях предпочтительнее пульт дистанционного управления. У Midea жесткие тактильные датчики, из-за чего он возит по дому обувь, весы и даже сушилку. Моторчик заявлен такой же, как у топового Midea S8, 4000 паскалей, но сосет слабее. Midea VCR 09B наиболее эффективен на ламинате, максимум на тонком ковре. Задний опорный ролик ухудшает сцепление швабры с полом, из-за чего страдает качество влажной уборки. Пылесос производит хорошее впечатление, но сыроват в отдельных аспектах. Топ-5 открывает Xiaomi Mi G Sweeping Vacuum Cleaner 3C. Еще один пример хорошего, но дисбалансного робота. Слегка устаревший, но все еще актуальный дизайн от Xiaomi. Бампер с прорезями лидар на корме, большая швабра и статичный раструб. Mi G 3C ориентируется на местности с помощью лидара, обметает каждую ножку, обходит коробки, рисует зигзаги с быстрым разворотом у стен. Такой он робот с лидаром. За 18 тысяч это серьезное преимущество. Тем более, что робот рисует карту с разбивкой на комнаты. Можно добавлять целевые и запретные зоны. Для влажной уборки у Mi G 3C припасен Y-образный режим, но есть и существенные недостатки. Родное приложение на китайском, из-за чего придется помучиться с установкой пиратского. Раструб фиксированный, не прилегает к полу, потому большая часть номинальных 4000 паскалей уходит в паразитный подсос. Mi G 3C эффективен только на линолеуме, даже на тонком ковре он оставляет много мусора. Влажная уборка тоже носит профилактический характер из-за низкой интенсивности смачивания. Четвертое место занимает Yeti Vac Hybrid DVX34. Один из самых тонких среди полноразмерных пылесосов. Откройте плинтус и пустите робота под кухонные фасады, где так много пыли, крошек и всякой мелочевки. Торцевушка одна, но с удлиненными поводками, что снижает износ. Рамка щетки ходит вверх-вниз и снабжена шторками, повышающими эффективность всасывания. 2500 паскалей хватает для песка, крупы, даже для наполнителя. Yeti Vac Hybrid считывает очертания потолков камеры в лицевой панели. После нескольких уборок он запоминает карту, можно разметить комнаты. При разработке инженеры вдохновлялись роботами серии Debot Osmo, чем объясняется визуальный стиль в целом, принципы размещения резервуаров и специфическая микрофибра, как у EcoVax. Она вдвое плотнее обычной салфетки и в теории должна мыть лучше, но робот не смачивает ее должным, так что даже кофейные пятна для него невыполнимая задача. Тройку лучших открывает Viomi Robot Vacuum V2 Max. Он выполнен в том же стиле, что Mi G 3C. Лидар сзади, узкие окна ИК датчиков и фиксированный рабочий блок. Отличить Viomi V2 Max можно только по серому пластику и рельефу лицевой панели. Навигация аккуратная, с обходом высоких предметов и построением точной карты. Формальная сила всасывания ниже, 2400 паскалей, против 4000 у 3C. Но качество сухой уборки такое же. Робот хорошо работает с гладким полом, собирает крошки на ковролине. Глубоко почистить преддверный коврик Viomi V2 Max не в состоянии, раструб не прилегает к полу, да и мощности не хватает. Однако при прочих равных у Viomi V2 Max по сравнению с Mi G 3C есть два преимущества. Во-первых, он полностью русифицирован. Приложение устанавливается строго по инструкции, хакерские навыки не требуются. Во-вторых, в коробку положили дополнительный бак на 550 мл, с которым пылесос работает в режиме полотера. Viomi V2 Max бесшумно катается елочкой, отмывая следы обуви и свежее загрязнение. Вторую ступеньку топа занимает Dreamy F9. Робот-таблетка с дизайном от Xiaomi, белоснежный корпус, лепестково-щетинистая щетка, глазок объектива на лицевой панели и оптический датчик внизу. Он отмеряет пройденное расстояние и помогает строить карту, почти такую же точную, как при LDS навигации. Можно выбирать комнаты, отмечать целевые и запретные зоны. Однако обход препятствий у Dreamy F9 примитивный. Робот перемещается зигзагами, обходя и не обметая предметы. Из-за этого в захламленных квартирах неизбежно останутся неубранные участки. Топовая батарея обеспечивает 1,5 часа на максималках, но из-за слабой навигации этого времени хватает лишь на 55 квадратов. Рабочий блок с модификаторами показывает хорошие результаты. Рамка со шторкой подбирает песчинки. Велкро-подушечки собирают прилипшие волосы. Разделители оберегают ваши носки от наматывания на турбощетку. Электропомпа не дает особых преимуществ во время влажной уборки. Dreamy F9 вытирает только свежую грязь, а для работы с пятнами бесполезен. Ценник, как для бюджетной категории, высоковатый, почти 20 тысяч рублей. Лучшим бюджетным роботом стал Atwell R70.
Он выделяется на фоне аналогов практически серым корпусом, выглядит строго, солидно и не требует ежедневного протирания тряпочкой. Рабочий блок компактный для более эффективного всасывания. Скребок опускается и поднимается, чтобы робот не прыгал на коврах. Фильтрация двойная, сетка плюс HEPA-фильтр. Самый простой и надежный вариант. Собран пылесос добротно, а двухлетняя гарантия только подтверждает серьезное намерение производителя. Навигация работает хорошо, робот не теряется, аккуратно объезжает предметы интерьера, чувствует перепады высоты и не боится темных покрытий. Отлично преодолевает пороги до 1,5 см. Карту не строит. Действует исходя из показаний 9-осевого гироскопа. После уборки возвращается самостоятельно на базу. С производительностью у Atwell R70 полный порядок. Базовые команды доступны при управлении с пульта, но лучше установить приложение. Тогда можно будет менять мощность, а еще регулировать подачу воды, что на самом деле уникальная функция среди бюджетных пылесосов. Во время сухой уборки Atwell R70 качественно убирает ламинат и чистит поверхность невысоких ковров. Для поддержания чистоты этого достаточно. А вот реализация влажной уборки по-настоящему удивляет, особенно учитывая скромный ценник. Робот-пылесос обильно смачивает салфетку и легко отмывает даже присохший сок, не говоря уже о кофейных пятнах и свежей грязи. Atwell R70 можно смело отправлять на кухню. По сочетанию цены и качества это лучшее предложение до 15 тысяч рублей. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.